Сегодня приготовим салат в виде торта. Он не только порадует вас своим вкусом, но и впечатлит ваших гостей изысканностью. Для начала возьмем крупнозернистый рис. После приготовления он обладает более плотной структурой. Нам это и нужно. Смотрите до конца. Рис нужно отварить. В кастрюлю наливаю 300 мл воды. Довожу до кипения, засыпаю промытый рис. Если сливочный сыр для салата вы купили не соленый, то добавьте половину чайной ложки соли. После закипания убираю пенку, уменьшаю огонь и варю под крышкой 15 минут. Затем выключаю нагрев и отставляю с закрытой крышкой еще где-то на 15 минут. Вот такой консистенции получается рис. Подготовлю остальные компоненты. Нарезаю крабовые палочки не очень мелко. Вы можете выбрать, как вам нравится. Форма у меня разъемная, диаметром 16 см. Скрепила ее зажимами для удобства. На дно формы кладу половину остывшего отварного риса, немного утрамбую его, выровняю лопаткой. Список всех продуктов вы найдете в описании под этим видео. Сливочный сыр зрительно разделите на 3 части. 1/3 часть намазываю на слой риса. Следом все нарезанные крабовые палочки. Уплотняем. Чем лучше вы уплотните слои, тем лучше торт будет держать форму. Свежие огурцы я нарезала ломтиками. Насыпаю сверху крабовых палочек и уплотняю. Огурцы пустят сок. И смешавшись с остальными ингредиентами, салат будет сытный, вкусный и яркий. Отварные куриные яйца натираю на мелкой терке и кладу в салат. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Ваши реакции очень важны для развития канала. Теперь вторую часть сливочного сыра кладем поверх яиц. Вторая половина отварного риса. Также хорошо уплотняю сверху. Последняя, третья часть сливочного сыра. Убираю торт где-то на час в холодильник. Перед подачей на стол снимаю кольцо и украшаю. Слои так хорошо видно, как на картинке. Здесь особых украшений не нужно. Немного крабовых палочек, зеленый лук и помидоры. Смотрите сами. Огурцы, укроп, любая зелень подойдет для украшения. А если вы ищете блюда для праздничного стола, то оставлю вам плейлист с похожими рецептами. Нарядный, необычная подача и знакомые многим любимые компоненты. Приятного аппетита!